Привет, Арми. Прежде чем формироваться теории, прежде чем выбираться сюжетная линия, и прежде чем кто-либо решит, во что мы должны верить, всегда на первом месте стоят чувства. Чувства, которые нельзя заставить, нельзя направить и нельзя полностью спланировать. И именно с этого начинается эта история. Я часто замечаю странное, когда некоторые фанаты настаивают на том, что определенный контент, явно продвигаемый и созданный компанией, следует воспринимать как доказательство настоящих отношений. Они видят то, что происходит на экране, и сразу же называют это настоящей любовью, не задумываясь о закулисном контексте. Однако в индустрии развлечений то, что кажется спонтанным, часто является частью тщательно спланированного проекта. В качестве примера часто приводят видео, где Чимин и Чингук склоняют головы друг к другу. Но если присмотреться, вы заметите, что прямо перед ними находится режиссер, контролирующий съемку. Сцена даже не пошла по плану, и ее пришлось переснимать. Уже один этот факт говорит о том, что этот момент не был чем-то естественным, а скорее частью работы, частью сценария, частью системы, которая контролирует каждую секунду шоу. В подобной постановке всегда работает камера, персонал корректирует ракурсы, проверяет выражение лиц и следит за тем, чтобы все соответствовало продаваемой концепции. При необходимости сцены переснимаются до тех пор, пока не будут признаны идеальными. Все это делается с одной целью – продать контент. Взаимодействие, химия, нежные моменты – все, что свяжет зрителей и заставит их продолжать смотреть конечный продукт. Такова природа тщательно спродюсированного и контролируемого шоу. Мы видим профессионализм и актерскую игру, а не признаки личных отношений. Однако, если сравнить это с моментами, которые Тэхён и Чингук разделяли в последние несколько месяцев, разница разительна. Первое, что сразу бросается в глаза, это отсутствие съемочной группы. Ни студийного освещения, ни режиссера, ни официальных камер. Только Тэхён и Чингук со своими телефонами, в расслабленной, свободной от работы обстановке. Один из самых простых примеров – день, когда они вместе пришли в спортзал. Тэхён снимал на свой телефон, пока они вдвоем тренировались. Никто не создавал обстановку, никто не давал инструкций. Они просто делились фрагментами своей повседневной жизни. В месте, где участники обычно тренируются по отдельности, они чувствуют себя комфортно вместе. Есть также моменты, когда их видят вместе за едой, что-то простое, снятое без намерения играть или создавать какой-то определенный образ. Именно эти маленькие моменты часто кажутся более искренними. Потому что они не являются частью рекламной кампании. Это не контент, который должен соответствовать ожиданиям рынка. Это просто фрагменты повседневной жизни, которыми они решили поделиться. Еще один момент, вызвавший много обсуждений, это инцидент в самолете, когда Тэхён садится на колени к Чингуку. Это не было частью официальной программы или подготовленного компанией материала. Видео было снято в совершенно приватном месте. Естественность ощутима, нет никакого искусственного замысла или постановки для зрителей. Это происходит потому, что так они взаимодействуют друг с другом в реальной жизни. Ни один из этих моментов, кажется, не предназначен для того, чтобы кого-то убедить. Нет никакой концепции, которую нужно продавать, нет образа, который нужно поддерживать. И именно поэтому многие поклонники Тэкука видят в этом признак подлинной близости, отношений, построенных вне камер, вне требований индустрии. В отличие от искусственного контента, где каждый жест может иметь коммерческую цель, то, что видно в личных видео Тэхёна и Чингука, не несет в себе подобного намерения. Они не играют роли и не следуют сценарию. Все происходит естественно. Для многих именно поэтому любовь Тэкука выделяется. Не потому, что ее нужно защищать или доказывать, а потому, что они сами, посредством небольших, но последовательных действий, демонстрируют прочность своей связи. Их близость говорит сама за себя, без необходимости в долгих объяснениях. Простые ситуации, тихие жесты и чувство доверия, которое со временем только крепнет. Одна из деталей, на которую часто обращают внимание, это то, как Тэхён и Чингук появляются на страницах друг друга в Instagram, не только лично, но и отмечая друг друга.
В отношениях, за которыми так пристально следят, такие маленькие жесты имеют особое значение. 4 года назад Тэхён опубликовал фотографию с шоу Джеймса Кордена. В небольшой фотобудке, рассчитанной на одного человека, Тэкук так естественно делится пространством с другими участниками. Тэхён сидит на коленях у Чингука в позе, отражающей повседневный комфорт. Хотя рука Чингука не видна отчетливо, то, как Тэхён наклоняется к нему, передает подлинную близость. Фотография излучает успокаивающее чувство близости, как будто эта близость для них естественна. 2 дня спустя Чингук выложил фотографии того же дня и отметил Тэхёна. Судя по всему, они ужинают вместе в романтическом ресторане. Место выбрано не случайно. Сам Чингук решил поделиться этим моментом, как бы показывая, что, сохраняя свою приватность, они не полностью скрывают свою близость. Небольшая отметина на щеке Тэхёна кажется личной, простой жест, который, кажется, говорит «мы здесь, вместе». Такие действия создают впечатление тихо лелеемых, не секретных, но и не публичных отношений. Мы бы не знали многих их интимных моментов, если бы они сами не решили ими поделиться. Аналогично, о долгих часах в самолете стало известно только благодаря видео, где Тэхён тихо сидит на коленях у Чингука, прислонившись к его груди. Они молчат, дышат в унисон, им комфортно в этой тишине. Картина единения, которая кажется такой естественной. Вот почему многие фанаты верят в их отношения. Не из-за теорий или преувеличенных заявлений, а просто из-за наблюдения за тем, как они взаимодействуют непринужденно, без драмы, с уверенностью 2 людей, которые хорошо знают друг друга. Для многих отношения Тэкука – это не один вирусный момент. И не громкие заявления. Это постоянство. То, как они ищут друг друга, разговаривают друг с другом и двигаются вместе, снова и снова, на протяжении многих лет. Именно это постоянство имеет больший вес, чем любые слухи. Они прошли через множество этапов, как группа и как отдельные личности. Привычки меняются. Расстояние приходит и уходит. Но каждый раз, когда они вместе, динамика возвращается естественно, без неловкости, без напряжения. Именно эта естественность определяет то, что многие называют «тэкук». Для некоторых фанатов дело не в поиске доказательств, а в распознавании закономерностей. Безмолвный взгляд. Незапланированное движение. Понимание, возникающее из небольшого жеста. Эти вещи, повторяясь со временем, формируют чувство доверия, которое трудно игнорировать. Они могут находиться в толпе, под светом прожекторов, и при этом сохранять свой собственный, неповторимый стиль взаимодействия. И именно поэтому об этой динамике продолжают говорить, не из-за сенсационности, а из-за кажущейся стабильности. Речь не идет о сравнении или конкуренции с другими отношениями. Речь идет о принятии того факта, что у Тэхёна и Чингука свой уникальный способ общения. Он прост, тих и повторяется. И для многих этого достаточно, чтобы понять. В конечном счете, разница между созданным контентом и моментами, которыми делятся в частном порядке, заключается в контексте и намерениях, стоящих за ними. Когда сцена создается под пристальным взглядом съемочной группы, камер и режиссера, естественно, что взаимодействие внутри нее становится частью продаваемого сюжета. В таком пространстве можно искусственно создать химию, направлять эмоции, и интимность становится частью концепции. В этом нет ничего плохого, это часть профессиональной работы в индустрии развлечений. Однако то, что Тэхён и Чингук демонстрируют вне этих рамок, представляет собой другой нюанс. Без давления производства, без требований продвижения и без необходимости что-либо доказывать, они все равно выбирают делить пространство друг с другом. Эти моменты принимают простую, тихую форму именно потому, что они не были предназначены для массового потребления. Именно там многие фанаты видят искренность, которую официальный контент с трудом может воспроизвести. Важно понимать, что наблюдение за этой близостью не означает навязывание ярлыков или заявлений. Многие фанаты не ищут официального признания, объявлений или определений.
Они просто наблюдают, как два человека взаимодействуют, когда не играют роли, как они делят пространство без неловкости и как присутствие друг друга, кажется, приносит комфорт. И, возможно, в этом вся суть. Отношения, построенные не на шумихе, а на многократном совместном времяпрепровождении, растущем доверии и комфортной тишине. Потому что иногда, Арми, о настоящих отношениях не нужно говорить. Их просто нужно наблюдать. Если вы это чувствуете, вы не одиноки. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить более подробные рассказы и обсуждения. Увидимся в следующем видео.